Так, сегодня у нас рубрика условно не стендовый моделизм или не моделизм вообще, в котором посмотрим вот такую несборную модельку, дайкаст модельку от фирмы Welly. Это называется Time Machine и сделана она по фильму Back to the Future, ну, в данном случае 2 или Назад в будущее, по серии фильмов. В общем, вот так вот что-то захотелось купить, ну, соответственно, под стендовый, под сборный моделизм это совершенно не подходит, но показать, наверное, вроде прикольно, так как это вроде тоже модель. И сразу что-то поболтать там про фильм, про модельки. Фирмы этих моделей я и не знаю, понятия не имею, так как дайкаст, коллекционирование моделек — это не моя тема, я этим как бы не то чтобы интересуюсь на постоянной основе, просто иногда вот, ну, какую-нибудь иконную, отмеченную в медийной культуре машинку вот хочется купить, ну, просто потому что захотелось, да. Собственно, масштаб, кстати, 1.24 вполне такой же, как и сборных моделей, то есть, кстати, 1.24, кто не знал, это вот такие довольно крупные машинки, потому что я как-то их так не воспринимал, да, у меня есть еще не собранных в 24 масштабе, по-моему, там что-то у меня есть, которое не встречалось еще на обзорах, но я как-то не думал о том, что 24 масштаб машинок — это довольно крупные машинки. Так вот, да, болтологии хочется развести. По прототип, ну, наверное, в принципе, хотя бы все более-менее знают, что такое Time Machine. Time Machine — это, собственно, DeLorean из фильма «Назад в будущее», из 3 фильмов, из франшизы, серии фильмов. Соответственно, изначально машина DeLorean DMC 12, если не ошибаюсь, переделанная одним из героев фильмов Доком Брауном, сумасшедшим ученым, так называемым, в машину времени. Ну, соответственно, что это базовый DeLorean, ну, вот с такой вот, с обвесами, с прикольными. Я что вам хочу сказать, что франшиза и серия фильмов, она очень известная. Очень известная. Есть у нее большое количество прям по всему миру фанатов, поклонников. Некоторые люди прям даже считают чуть ли не серию фильмов «Назад в будущее» чуть ли не вообще лучшими фильмами, когда-либо выпущенными на Земле. Но я, конечно, такого энтузиазма не разделяю. Я, наоборот, в принципе, свое отношение хочу сказать, что, в принципе, мне как-то всегда было все равно на франшизу звездные «Назад в будущее». Мне она никогда особо интересной не казалась. Только так сложилось, что где-то в детско-подростковом возрасте я отрывочно смотрел, в принципе, все 3 фильма. То есть даже не плотно, возможно, урывками, но я все их плюс-минус там помню о чем там. И я помню, что вот прям вот сильно они меня не зацепили. Хотя все говорили, конечно, да, что «Назад в будущее», вот. И даже в то время уже все как бы любили эти фильмы. Но я как бы не то, что меня это зацепило. То есть, в принципе, вот тут имею право высказаться, да, раз такая тема возникла. Почему не зацепило? Ну, потому что я вообще не то чтобы большой фанат, скажем так, кринжовых комедий, да, таких вот немножко кринжовеньких. То есть не то, что какие-то там предосудительным юмором, то есть там юмор-то достаточно детский, на самом деле, такой подростковый, стерильный, но как бы немножко с кринжатинкой есть. Хотя идея сама мне, в принципе, вообще про путешествие во времени, комедии, тема, да и вообще как там все оформлено, она сделана прикольно. То есть там прикольные герои, там куча мемов и так далее. Ну, например, там 3 фильма, да, вот возьмем все 3 фильма. То есть я, например, вот недавно освежил память, я вспомнил, что первый фильм там, они попадают, грубо говоря, в 50-е годы своего этого городка. Во втором фильме они, по-моему, если не ошибаюсь, попадают в будущее своего городка. А в третьем фильме они попадают еще более в глубокое прошлое, в Дикий Запад, тоже свой городок. Ну, соответственно, вот понимаю, фильм называется, собственно, «Назад в будущее», а соответственно, в будущем события происходят только в одном из 3 фильмов. Собственно, во втором, в котором вот эта моделька сделана. То есть, а все остальное время мы там смотрим про жизнь провинции американской в 50-х годах или смотрим какой-то вестерн про попаданцев, условно говоря. Ну, это серьезно, это как бы вроде звучит прикольно, но мне всегда это казалось неинтересно. Я думал, ну если в будущее, там, машина времени, интереснее же в будущем, я не знаю, интересней, может быть, по разным эпохам как-то попрыгать, да, хотя бы. Они просто, так, весь фильм, собственно, вот, например, в 50-х годах происходит. И, собственно, главные герои там Марти Макфлай, да, и Док
Док Браун, да, Док Браун, по-моему, я боюсь сейчас перепутать. Тут где-то, кстати, было кусочек лора небольшой, Док Браун, да. Они, собственно, попадают там в кринжовые ситуации, пытаясь из этих самых временных парадоксов выбраться. Не то, чтобы меня это всегда возбуждало, ну серьезно. Вот единственное, второй фильм, он как бы немножко, вот, он был интересен в том, что они там попадают в 2015 год. Про это, кстати, здесь написано, да, вот все здесь написано. Я не буду переводить, тут небольшая, собственно, выдержка из сценария второго фильма. Они попадают в 2015 год своего вот этого провинциального городка. Вот мы, кстати, видим, как он выглядит, то есть вот такие машинки там едут, вот это все. Вот это было весело, вот это было прикольно. То есть там вот эти все куртки автоматические, настраивающиеся, самозавязывающиеся шнурки, эти самые, помните, ховерборд там был у Марти, да, который летающий скейтборд, еще что-то. Что забавно, вот самые мемные приколы из этого фильма, они, по-моему, относятся именно ко второму фильму. А, в принципе, первый фильм, ну, там появилась вся эта тема, да, с Делориан, с машиной времени. А третий, ну, в принципе, там каких-то особых мемов, приколов из первого и последнего третьего фильма, ну, никто не помнит. Ну в третьем фильме там Делориан они разгоняли паровозом. Ну, наверное, вот единственное, что такого прикольного я помню. Еще момент, где Док Браун строит какую-то машину, где ему приходится какое-то самое, ну, что-то типа холодильник для льда, ему там приходится машину размером с амбар строить. Ну, пожалуй, все, что я помню из этого смешное. Хотя, может, конечно, надо пересмотреть. Так вот, соответственно, вот не то чтобы я не фанател, но вот конкретно машина Делориан, ее внешний вид и вообще то, что они с ней сделали в фильме «Машину времени», мне как-то всегда прикалывало. Ну, то есть это, собственно, одна из иконнейших машин вообще медиакультуры, наверное, да, как вот есть иконные истребители из «Звездных войн», там есть условно Экта-1 «Охотников за привидениями», там, и вот есть, собственно, Делориан из «Назад в будущее». Вот просто она мне нравилась, потому что Делориан сама по себе красивая машина, прикольная, очень узнаваемая. А когда она еще с обвесом из фильма, то это по мне вдвойне прикольней. Ну, кстати, кто не знает, да, про Делориан можно посмотреть на автомобильных профильных каналах какие-то ролики, то есть там довольно интересно, собственно, про саму машину, то есть машина реальная, она, если не ошибаюсь, это, по-моему, 80-е или 70-е годы, такой был у Джона Делориана, собственно, разработчика, такой визионера, придумал он что-то типа проекта такого условно бюджетного, в кавычках, суперкара, там, да, когда вот за небольшие деньги он хотел сделать как бы такую, знаете, цепляющую взгляд современную машину. И там целая эпопея у него была по организации производства этих машин. То есть там, ну, короче, такая личная, можно сказать, в каком-то смысле трагедия человека, потому что финансово они провалились, и они стали мемом, и стали эти Делорианы стали иконными, наверное, сильно-сильно позже, уже после того, как отгремела слава вот, собственно, этих фильмов «Назад в будущее», которые в основном, наверное, без этих фильмов, скорее всего, вот этот Делориан бы гораздо проще бы и, так сказать, незаметнее канул в лету. Но вот они, собственно, сделали в каком-то смысле вид этой машины бессмертным. Так что можно наконец, собственно, сказать про модель. Так как я дайкастовские модели вообще, в принципе, ими не особо интересуюсь, то я понятия не имею, что за бренд Велли, только знаю, что их собирают в Китае. Вроде как она лицензионная, я имею в виду по Back to the Future, поэтому, по крайней мере, вроде нигде они не обфусцируют логотип этой франшизы, то есть не пытаются, как знаете, в китайском Лего как-то его переделать. Вроде тут есть даже выдержки и кадры из фильма у нас присутствуют. Наверное, в принципе, сделано, возможно, даже по лицензии. Не уверен, конечно, на 100%. Может быть, какая-то и паль. Ну вот. Ну, единственное из приколов, вот мы сзади показываем, что у нас какая-то там есть дополнительная штуковина, я так понимаю, это взад ставящийся какой-то там реактор этого Делориана, который этот Док Браун придумал использовать вроде как вместо плутония в втором именно фильме. По-моему, они туда чуть ли не мусор кидали, чтобы заправлять этот Делориан. Не знаю, почему-то они решили отдельной деталькой сделать. И вроде как она парящая, по-моему, в этом фильме. Или нет, я точно не помню.
И, собственно, у них 3 серии из 3 машин, потому что модификация Делориана в каждом из фильмов, она немного отличалась. То есть ее модифицировал Док Браун под разные условия. То есть, видите, у них в первом фильме Делориан аж с пантографом там. Я уже не помню, кстати, да, они трамвайным, что ли, этим цепляли проводам, я уже что-то такое там, по-моему, было. Второй Делориан, он вот такой вот, наверное, самый узнаваемый. А третий Делориан, они там его обвешали. Это, собственно, тот самый Делориан, который они разгоняли поездом, собственно. И вот, соответственно, наверное, все, что можно сказать про саму коробку. Вот у нас сейчас такой прям анбоксинг непосредственно будет, потому что, собственно, больше ничего про эту модель я не знаю. Она не супер дорогая, она не супер детализированная, она не супер какая-то, скажем так, крутецкая в плане копийности. То есть есть вроде как модели Делориан поинтереснее, но они, соответственно, дороже. И просто ради прикола покупать что-то очень дорогое по, соответственно, назад в будущее. Но это, мне кажется, перебор. Так, угу. Ну, соответственно, тут у нас подставочка. Снизу вот сама машинка. Это у нас та самая деталька, я так понимаю, приклеена, которую нам опционально предлагают ставить или не ставить. И, соответственно, я так понимаю, к подставке она прикручена в данный момент. То есть так просто ее не снимешь. Но это можно сделать. Это у нас не беда, надо только вот за отверткой сгонять. Я-то ожидал, что там крепление-то все-таки попроще будет. Такая раскрутка пошла прям онлайн. Ну, анбоксинг честный зато. Все прям на ваших глазах. Так. Вот такая вот подставка, которая, собственно, нужна, я так понимаю, в основном для коробки. И вот, собственно, сама модель. Кстати, вот есть на ней определенные огрехи. Вот можно заметить, например, по покрасу. Вот тут вот где-то была... Хотя нет, это пылинка, наверное, была все-таки. Значит, она у нас обмотана, собственно, скотчем во избежание, видимо, болтанки какой-то. Сейчас мы этот скотч берем. Вот так, собственно, выглядит сама моделька. 24 масштаб, довольно тяжеленькая. Она может кататься, но она без каких-либо инерционных, я так понимаю, механизмов. Механизм по какой-то из версий машины, по-моему, колеса умели загибаться, чтобы типа изобразить вот этот функционал по полетному экземпляру. Но это, скорее всего, я так понимаю, наверное, первая машина. Вроде там это было по первому фильму. Соответственно, что тут еще можно разглядеть? Да, вот эти самые двери крылья чайки, это, собственно, как и в оригинальном Делориане было. Ой, отгибаются они довольно-таки с трудом. Боковых стекол, кстати, нет, они типа, видимо, опущены. Соответственно, вот так и в оригинальном Делориане были такие крылья чайки. Это одна из фишек была такая футуристическая этой машины. Соответственно, логотип DMC у нас тут присутствует, собственно, как и он должен быть. Фары стеклянные, бампер. Задние фары просто выкраска, я так понимаю, непрозрачный пластик. Ну, что-то типа, не знаю, турбина, выхлоп какой-то. Так, это самая маленькая деталь. Такая сильно такая жестко упакованная. Почему-то они решили ей очень много внимания уделить. Я так понимаю, вставляться она должна куда-то вот так, вот сюда. Что-то типа того. А можно и не вставлять. Не знаю. Ну, какая-то там очень важная деталь, это заправки этого самого Делориана именно во второй части. Вот они ее отдельным элементом положили.
Соответственно, капот не открывается у нас абсолютно. Двигатель, ну, собственно, и в реальности двигатель в машине, это называется, по-моему, то ли задняя, то ли среднемоторная компоновка. Соответственно, в реальности, да, такое было купе. Спереди, кстати, у оригинального Делориана я не знаю, что у него должно было находиться. Вполне возможно, багажник. Интерьер машины есть. Но он такой достаточно примитивистски сделанный, то есть бывает сильно лучше. Там органы управления как самой машины, так и собственно, интерфейсов машины времени у нас там присутствует. Соответственно, ну, все не сказать, что прям сильно детализировано, так довольно-таки условно. То есть, как и кресло, собственно, пассажиров и водителя. Ну, зато чуть-чуть видно элементы, соответственно, вот этого потоковый накопитель, или как там, собственно, машина времени у Дока называлась, я не помню. И вроде как оригинальный, как в фильме, номерной знак. Выхлопные трубы даже не высверлены, то есть, видите, они такие глухие, четко видно. Соответственно, и что-то там еще, надпись, непонятно. Так, зато, кстати, зеркала боковые действительно зеркальной пленки. Вот такая вот достаточно простенькая, на самом деле, моделька. Катается туда-сюда, больше ничего, собственно, делать не умеет. Днище детализировано условно. Что, собственно, все. Universal Studios. Сказать больше негде. Вот просто такая вот машинка, которая будет поставлена на полочку. Никаких, собственно, коробок от нее сохранять, что-то там изображать не буду. Она абсолютно нужна просто, чтобы стоять на полке. Поэтому вот давно хотелось иметь такой вот забавный Делориан из фильма «Назад в будущее».